Привет, это Спрос. Сегодня я переделываю свою старую PSP. Как и у многих детей нулевых, PSP у меня плотно ассоциируется с детством, и моя сохранилась с того времени. В таком же состоянии, оригинальные детали, даже аккум не сдулся. Единственное, правый бампер и пару кнопок на правой стороне не работают. Это починю. Еще поменяю корпус, обновлю прошивку и сделаю зарядку от Type-C, потому что моя выглядит вот так. Вот такая куча мне понадобится. Все заказывал с Алиэкспресс. Ссылки оставлять не буду, потому что позиции часто меняются, часто не актуально. Но вот список деталей. Изначально я хотел еще OLED-дисплей поставить, но на него не хватило бюджета. Теперь можно поставить что-нибудь на фон и насладиться процессом. Хотел бы сказать я, но разобрать PSP оказалось сложнее, чем я думал. Нужна нормальная отвертка. Моя сделана из пластилина, она стирала все болты, слизывала, и мне постоянно приходилось ее подпиливать. Во-вторых, вместо мультика на фоне лучше будет поставить гайд по разборке PSP на ютубе и повторять шаг за шагом. Впоследствии я так и сделал. Там есть свои приколы, которые нужно знать перед тем, как разбирать. Я чуть Wi-Fi антенны не оторвал. Теперь можно приступать. Я начну с замены родного разъема на Type-C. Я заказал вот такие вот, чтобы дырка, которую я проковыряю в кейсе, выглядела аккуратно. Я прозвонил контакты на оригинальном коннекторе и на новом Type-C, чтобы проверить, что красный действительно соответствует плюсу, а черный минусу. Вот так расположены контакты на оригинальном разъеме. Ну и примеряем, режем, пилим, опять примеряем. Длина проводов должна остаться такой же, как была на оригинальном разъеме, чтобы кейс закрылся. Что, убрали? И решил использовать прозрачный кейс, думаю, он выглядит круто. Пришлось обрезать рамки вокруг Type-C, потому что они достаточно большие. Ну и кейс, соответственно, по-другому порт бы не влез. А еще, чтобы прозрачный кейс выглядел чуть поинтереснее, я решил использовать наклейки. Они будут внутри кейса. Чтобы в дальнейшем порт не мешал закрытию крышки батареи, я вставил аккум и наклеил на него малярный скотч, чтобы он не приклеился. Теперь нужно вставить рамку, которая будет под Type-C, потому что порт будет вклеен и разобрать обратно не получится. Тут, кстати, используя народную мудрость, цианокрилат плюс сода дают прочный композит. Теперь порт Type-C оторвется только вместе с корпусом. Следующий на очереди моддинг — это замена вот такого стандартного джойстика на джойстик от PS Vita. Он просто на ощупь приятнее. Тут ничего сложного, от старого оставляем только нижнюю часть, от нового верхнюю и склеиваем.
Важный момент. Так как джойстик от PS Vita больше оригинального, склеивать нужно прямо внутри корпуса. В ином случае крышка не закроется. Перед сборкой я сделал шаблон, по которому вырежу стикеры. И спустя несколько попыток все-таки получилось. Вот что получается. Ну и можно начинать сборку. Учел свои ошибки и теперь собираю по инструкции. В процессе сборки повредил шлейф кнопок и бампера, и пришлось заказывать новый. Ну кайф, все собрано, все работает. Докупил прозрачный чехол. Мне нравится, как консоль с ним массивнее ощущается. Еще сзади приклеил ножку для телефона, чтобы пиха могла самостоятельно красиво на полочке стоять. Настало время софта. Обновил прошивку. Думал поставить кастомную тему, но что-то не понравилось ничего. Поставил только обои. Вот что получилось. Мне нравится. Ну и лайки, дизлайки там, комментарии. Пока.